В этом видео мы сделаем уникальный стол и при помощи эпоксидки встроим в него огромный эквалайзер. Ну и конечно же без помощи Алекса Гайвера в этом деле не обойтись. Приятного просмотра. Для того, чтобы сделать отверстие эквалайзера, я заказал лазерную резку заранее нарисованного узора. Нарисован он был хитрым способом. Это 1/4 узора, но все 4 части зеркальные. Поэтому достаточно 4 раза перевернуть трафарет, и мы получим цельную картинку. Ну а дальше все просто. Фиксируем шаблон и копировальной фрезой выбираем отверстие. Наверняка многие из вас зададутся вопросом, почему бы сразу не вырезать лазером весь узор? Так вот, размер столешницы 140 на 100 сантиметров, и у меня в доступе просто нету станка с такой рабочей площадкой. Поэтому используем ЧПУ – человеческое программное управление. И так несколько часов, давая отдохнуть то фрезеру, то себе. Как-никак, это фанера толщиной в 15 мм. Ну и последний штрих – убираем острую грань, для того, чтобы в дальнейшем она не мешала рукам. В итоге получился вот такой вот овальный эквалайзер. Покрываем его темной морилкой, и если честно, этот стол мне начал нравиться уже в этот момент. Но дальше только лучше. Следующим этапом я проливаю столешницу эпоксидкой. Смысл тут такой, это по сути грунтовочный слой. Немного позже вы поймете, для чего он нужен. Кстати, обратите внимание, как круто выглядит обыкновенная березовая фанера. Купленная, кстати, совсем за недорого в обычном строительном магазине. На мой взгляд, это очень недооцененный материал. Но пока вы любовались фанерой, смола высохла. И я промазываю крайние границы герметиком. Для этого, собственно, я и грунтовал фанеру эпоксидкой. В итоге герметик будет проще убрать, да и следующий слой должен вести себя более предсказуемо. А для того, чтобы залить следующий слой и тем самым заполнить наши отверстия, я кладу столешницу вверх ногами на заранее проклеенную скотчем поверхность и заполняю все отверстия. Тут очень важно использовать правильный состав, для того, чтобы все пузыри успели выйти. Ссылка, как обычно, в описании. Но пока состав полимеризуется, переходим к самому интересному. Все на том же лазерном станке мы вырезаем элементы из оргстекла, и именно они добавят магии нашему проекту. Я включаю пирограф, в простонародье это выжигатель, им я и буду дорабатывать оргстекло. До обработки оно светится вот так вот, и совсем скоро вы поймете, в чем разница. Но поскольку в итоге у нас получится крутой геймерский стол, у меня для вас кое-что интересное. И пока я делаю хитрую обработку, хочу немного рассказать вам о спонсоре сегодняшнего выпуска. Это игра NextRP. Я думаю, что все знают игру GTA, так вот, это русский аналог. На самом деле забавная штука, так как действия происходят в знакомых вам местах. Да и вообще она как-то ближе и более адаптирована к нашей реальной жизни. Тут вы можете стать кем угодно, от таксиста до полицейского. Или устроиться работать в больницу. А если станет скучно на работе, можно, к примеру, заняться тюнингом своей машины. Отдельно хочу отметить, что в NextRP есть голосовой чат, благодаря которому игра становится более живой, чем не могут похвастаться большинство аналогов. В общем, все это вы можете легко проверить и убедиться, скачав игру по ссылке в описании. Как вы поняли, я проделал множество продольных полос. В итоге свет преломляется в них, и оргстекло светится в нужных нам местах. А теперь, наконец, пришло время убрать опалубку, подготовить поверхность и сделать третью, уже финальную заливку. Тут главное хорошо выставить уровень и использовать максимально хороший скотч. Лично я всегда использую скотч для автомалярки, он меня еще ни разу не подводил. Но пока финальный слой сохнет, мы занимаемся подстольем. Тут ничего интересного, так как это простой каркас из профиля, который мы сварили, зачистили, загрунтовали и покрасили графитовой краской. Этой же краской я покрасил торцы столешницы, а саму столешницу я зашлифовал и решил покрыть матовым лаком, так как это практично и к тому же мат отлично рассеивает свет. А это очень важно в данном проекте. Совсем немного терпения, и вы убедитесь в этом. В итоге мы имеем 12 таких вот полос из оргстекла, которые будут подсвечиваться RGB-лентой, управляемой Ардуиной. Если честно, я очень слабо разбираюсь в этих аппаратно-вычислительных штуковинах, поэтому всю схему и подробное описание я взял на канале Гайвера. Большое ему спасибо за такой ролик, да и в целом за его канал. Так как без его ролика, на который, кстати, я оставлю ссылку в описании, у меня просто бы не родилась эта идея. Я приклеиваю ленту на алюминиевую полосу, которая будет играть роль охлаждающего радиатора. И креплю ее таким образом, чтобы светодиоды светили ровно в торец оргстекла.
И, кстати, хочу вам напомнить, что наш канал номинирован на премию «Лучший DIY-блог 2019» в номинации «Работа с деревом». Голосование предельно простое и займет меньше минуты, а для нас это будет лучшая благодарность за проделанную работу. Ссылка на голосование есть в описании. Некоторые элементы кажутся недоделанными или пустыми, например, как подстолье. Все потому, что так оно и есть. Дело в том, что это непростой проект, и конкретно этот экземпляр что-то вроде прототипа, для того, чтобы понять все нюансы и сложности, и в итоге доработать его. У меня еще куча идей, что сюда хотелось бы добавить, но мне очень важно ваше мнение. И если большинство комментариев будет за то, чтобы сделать вторую часть по этому проекту, то обещаю, что такое видео очень скоро появится на канале. В итоге главная идея реализована. Стол подключается к компьютеру и выполняет функцию эквалайзера. И применений тут очень много. Например, играя в какой-нибудь шутер, эквалайзер будет добавлять эффект присутствия. Таким же образом он будет работать при просмотре фильма. А вот, к примеру, каково будет слушать музыку за таким столом. Не забывайте ставить колокольчик, так как очень скоро будет куча крутых проектов.